Здравствуйте, дорогие друзья. На часах у нас без 5:02. Сегодня у нас 23 января 2021 года, и мы с вами движемся по Первой Тверской и Ямской в сторону Пушкинской площади. Сегодня у нас оппозиционные движения запланировали несанкционную, запрещенную акцию шествия. Собираются они на Пушкинской площади, куда мы с вами движемся. Ну и справа и слева вы видите толпы, протискиваются вдоль узких улочек, вдоль здания для того, чтобы собраться в указанном месте. Напомню, что от здания до дороги у нас немного, малое расстояние, поэтому кажется, что здесь на самом деле очень много людей. Сегодняшние СМИ информационные, как правило, это желтая пресса, рассказывает о том, что здесь собрались огромные толпы людей, что здесь происходят массовые беспорядки, что перекрыта улица. И поводом этого сюжета послужила очередная зарисовка, то есть правда, в которой мы с вами разберемся, на самом ли деле это так. Вот вы видите то, что происходит сегодня за окном автомобиля. Вот как раз та самая Пушкинская площадь, которая где-то чуть далее памятника Пушкина, практически посередине, перекрыт силовиками. То есть вся та толпа, условно, о которой рассказывается, располагается вдоль дорог, что с правой стороны, что с левой стороны. По оценкам силовых структур будут даны определенные пояснения, то есть кто прибыл сюда, из каких регионов, как правило, это молодежные движения, подростки, а где-то даже и дети. Так вот получается, что оппозиционники у нас любят прикрываться молодежью, скидывая всякую информацию в сети и призывает их выходить. Сам я являюсь не сторонником данного движения, данных мероприятий, но хотелось бы прояснить и показать, что будет здесь и к чему это все дело приведет. Вот давайте мы с вами продвинемся чуть дальше, уже по Тверской улице до Центрального телеграфа. Там у нас есть разворот и развернется в противоположную сторону. Как правило, по нашему закону подобные мероприятия у нас запрещены, они, как правило, наказываются, поэтому большинство людей, которые окажутся там, в поле зрения силовиков, будут привлечены к административной ответственности. Тем, кто примкнет к каким-то движениям, которые будут устраивать массовые беспорядки, а, как правило, без них не обойтись, они обязательно появятся в этих толпах, то будут вплоть и до уголовных наказаний, то есть определены какие-то определенные статьи. Поэтому настоятельно рекомендую донести до своего чада, если на самом деле подросток еще многое не понимает, то есть то, чем может ему это грозить. Он может просто оказаться в ненужном месте. Даже сюда прибывают также и зеваки. Некоторые люди прибывают сюда для того, чтобы в этих толпах сделать какой-то контент и поднять какую-то рейтингость. Поэтому здесь можно уйти, к сожалению, с какими-то травмами, либо остаться без техники, потому что здесь происходит, как правило, изначально какие-то попытки организовать сбор людей, а потом массовые беспорядки. Но, к счастью, есть большие группы оперативных служб, которые не дадут, я думаю, и в этот раз этой толпе направиться по улицам города и, собственно говоря, властвовать. Поэтому такие действия будут пресекаться, и люди, которые идут на этот митинг, будут задержаны, потому что у нас это без согласований властей запрещено. Так получается, что люди до конца не понимают многое, но объяснять это бессмысленно. Моя точка зрения совершенно другая, что обманывают, причем по-страшному обманывают, и этим прикрываются. Как правило, зачинщики и комментаторы явные в сетях появляются в начале данного мероприятия, а потом быстренько исчезают. Поэтому будьте умнее, не посещайте подобного плана мероприятия. Хорошего из этих мероприятий
ничего не получится, поэтому, собственно говоря, даю вот такую вот свою оценку происходящему. Ну и, собственно говоря, хочу записать этот сюжет для того, чтобы у вас были объективные взгляды на происходящее, потому что, как правило, оппозиционные движения, а также разные средства массовой информации, как правило, закидывают много нечестных данных, как и по числу участников, так и по тому, что здесь происходит. Вот то, что вы видите, это вот реальное начало того запрещенного события, которое, собственно говоря, и организовали эти движения. Очень жаль, что подобного плана митинги проводятся. Очень жаль ту самую молодежь, которая попадает и несет потом за это ответственность. Очень жаль тех людей, которые становятся случайными свидетелями данных шествий, ну и также оказываются задержанными. Поэтому здесь нету тех горожан, здесь нету всей той страны, о котором будут рассказывать точно оппозиционное движение, потому как будут завышаться однозначно цифры. На мою оценку здесь, порядка 1500-2000, может быть, чуть больше людей, но не больше этих данных. Вот посмотрим, что об этом скажут средства массовой информации, которые производят обычно взброс, ну и также посмотрим на то, что происходит. Напомню, что утром и уже были взбросы о том, что Тверская перекрыта, что здесь идут беспорядки, что здесь очень много всяких там стычек с правоохранительными органами. В общем, все как обычно. Ну, то, что вы видите, то видите. Конечно же, будут предприняты какие-то действия со стороны силовиков, ну и группы лиц, к сожалению, будут задержаны. Далее уже будет понятно по составу преступления, какое наказание будет грозить этим людям. Ну, и, как правило, местные жители и горожане не прибывают сюда. Еще раз напомню, что сюда прибывают лица, как правило, молодежные движения с регионов. Ну и я уверен, что будут в последующем ролике, вы увидите какие-нибудь флаги с надписями каких-нибудь регионов, которые, собственно говоря, не от большого ума еще раз продемонстрируют то, откуда прибыли эти люди. Вот. Жалко, честно скажу, и тех зевак, которые пришли сюда просто посмотреть. Ну, у нас, собственно говоря, всегда это предупреждается, как правило. И здесь тоже стоят специальные машины, которые оповещают о том, что не надо здесь находиться. Вот. Но люди не слушают, потом об этом жалеют. А жалеют об этом тогда, когда происходит наказание. Вот. А наказание в этой истории, оно будет неизбежно. У нас, еще раз повторюсь, это запрещено законом. Поэтому не рекомендую вам находиться в подобных местах, быть каким-нибудь свидетелем или зевакой, вот, и уж тем более участвовать в подобных мероприятиях. Ну, собственно говоря, у вас есть своя голова, вот, поэтому думайте ей, мои рекомендации вы услышали, вот. Ну и, собственно говоря, если есть в семье какой-то подросток, который собирается сюда, мне бы на самом деле не хотелось, чтобы он потом был в ответе за какой-нибудь, не дай бог, пробитую голову кем-то, брошенный какой-нибудь заграждением, там, либо льдышкой, либо еще чем-то, и отвечал потом за это. Вот, собственно говоря, о чем ролик. Примерно то, что происходит за окном в это время, в 14 часов 23 числа, вы увидели. Вот так выглядит сегодня первая Тверская, Ямская и Тверская улица. И, собственно говоря, я специально сделал этот сюжет, чтобы потом, не оправдываться, а действительно показать то, что я видел, то, что я вам показал, и то, что было на самом деле. Вот, собственно говоря, и весь смысл данного сюжета. К сожалению, будет много неправды,
Ну, мы с вами за этим последим, и я уверен, что в дополнение прокомментируем. Вот то самое место, откуда мы начинали практически наше движение, это площадь Белорусского вокзала, и сегодня это все дело выглядит так. Не прощаюсь с вами, всего лишь говорю, ну а пока-пока и до скорого сюжета.